Начался 5-й год войны, и можно поговорить о том парадоксе, который как-то в воздухе висит, но не формулируется. Текущая война совершенно точно закончится ничем, и все это понимают. Не все либералы и антивоенные граждане, но просто все, включая самых отбитых зетников. Усилия российской армии точно не будут иметь никакого результата. Давайте скажем то, что звучит по нынешним временам как безумие, но вообще-то является единственным, что следует из реальности. Неважно, что российская армия захватила, это все придется отдать. Война закончится только этим – выводом войск. Как обычно, по ссылке в описании у нас инструкция по обходу российских блокировок. Как можно обойти, мы там сравниваем VPN, регулярно ее обновляем. Спонсор этого дела – компания MaxSwap, которая выпускает виртуальные криптовалютные карты, работающие за границей, как обычные. На протяжении многих веков война действительно имела смысл, с экономической точки зрения. Ведь вы можете захватить то, что ее окупит и принесет прибыль. Во времена, когда 90 и более процентов населения Земли крестьяне, когда сельское хозяйство и есть вся экономика, когда ВВП на душу населения не растет, когда тысячелетиями крестьянин выращивает фиксированное количество еды, при таких условиях война фактически единственный способ экономического роста. Вы захватываете земли, где можно выращивать еду. Захватывайте крестьян, которые ее выращивают, облагайте их налогами, как вариант порабощайте и становитесь богаче. Потом захватывайте еще больше земель и так по кругу. С промышленной революцией все это дело закончилось. Войны стали невероятно дорогими. Один раз залить 1200 литров соляры в банк танка Т-72 – $1000. Один гаубичный снаряд – $2000. Высокоточные реактивные снаряды по 100 тысяч каждый. Крылатая ракета – $1 миллион. Один день боев одного танкового батальона – это чистая прибыль вполне приличного провинциального ресторана за год, если даже ни одного танка не потерять. Один выстрел «Эскандером» – это годовая прибыль уже крупного предприятия, какого-нибудь мясокомбината. Война в нынешних условиях стоит столько, что не существует никаких физических трофеев, способных ее окупить. Война в нынешних условиях настолько разрушительна, что выжигает на своем пути все, что могло бы чего-то стоить и приносить хоть какие-то доходы. В 21 веке захваченная территория – это не актив, это место, куда ты будешь вкладывать бесконечные ресурсы, чтобы привести ее в порядок, где ты пенсии будешь платить. Современная война – это когда надо потратить очень много денег, чтобы уничтожить все то, что стоило денег, а в случае победы получить уникальный шанс вложить еще больше денег, чтобы привести в порядок те руины, которые ты создал на свои же деньги. Но война России с Украиной отличается даже от этой бессмысленной схемы. Потому что ее бессмысленность не в том, что захваченное не имеет ценности, а в том, что ничего из захваченного не получится себе оставить. У этой войны не будет ценных трофеев и никакого физического результата. И российская провоенная аудитория это понимает. Понимает, что происходящее на фронте не имеет значения. На Трампа возлагали столько надежд, включая самую провоенную публику. И некоторая такая ирония в том, что Трамп для них сравни божьему промыслу. Взявшийся из ниоткуда волшебный американский дядька, который сейчас прилетит и решит все проблемы. Остановит войну, сменит Зеленского или вообще выиграет войну за нас. Если задуматься, то звучит ведь дико унизительно. Вы типа воины, типа захватываете и умираете. Но все ваши надежды на результат связаны с заграничным Дедом Морозом, закатанным в автозагар. Мир, перемирие, победу, любое завершение войны в любой форме никто не связывает со своими действиями. Типа, вот мы сейчас захватим этот хутор или райцентр, проведем такую-то наступательную операцию и откроем себе оперативный простор для атаки на Киев или принудим Украину к капитуляции. Неважно, насколько люди влюблены в войну, насколько готовы преувеличивать успехи российской армии и верят в захват Купянска. Они в любом случае отдают себе отчет, что захват Купянска ни на что не влияет. И скрыть этого не могут. Захват Купянска не приближает победу, не приближает конец и край ни на день. Война может закончиться только благодаря какому-то случайному внешнему событию. И уповать на него все равно, что верить в магию. По всему миру разом к власти придут ультраправые, АФД и сотоварищи, и ударят по Украине с другой стороны. В Украине случится госпереворот, и к власти придет новый Медведчук, который капитулирует самостоятельно, просто так.
Если посмотреть, какие эпизоды вселяли оптимизм в провоенную публику, будь то избрание Трампа или коррупционный скандал в окружении Зеленского, все эти темы объединяются тем, что на предполагаемых ключевых акторов нет никакого влияния. Они никак не зависят от успехов или неудач российской армии. И вообще от российской стороны никаким образом не зависят. Россия никак на это все не влияет. Обсудим все это дальше, там интереснее и больше, после небольшой рекламы. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов из свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Спасибо, что смотрите рекламу. Она помогает каналу оставаться независимым. Продолжаем. Мы говорили, что то, что вселяет оптимизм в провоенную публику, никак не зависит от успехов или неудач российской армии или вообще российской страны. Никто по этому поводу, понятное дело, не рефлексирует. Все умудрились смириться с тем, что нога, с которой встал избиратель республиканской партии в спорном округе Айовы, это более важное обстоятельство для перспектив войны, чем все штурмы за год. Почему слово «договорничок» считается в этой среде ругательным? Потому что все прекрасно понимают, если кто-то всерьез сядет договариваться, то никто даже задумываться не будет ни о каком часовом яре, за который воевали вчетверо дольше, чем за Сталинград. Никто не вспомнит о Бахмуте, где за полгода положили больше, чем в Афганистане за 10 лет. Если кто-то будет договариваться, там будут вообще другие соображения, никак не связанные с этими или любыми другими топонимами. С местами, где ценой тысяч или десятков тысяч жизней воткнули триколор. Единственный человек, который с восторгом неофита рассказывает о стратегическом преимуществе российской армии, это Юлия Леонидовна Латынина. Все же, кто в церкви людоедов подольше окормляется, кто все эти 4 года следил за войной с российской стороны, подспудно транслируют одну и ту же мысль. Взаиморасположение войск на фронте не имеет никакого значения вообще. Продвижение на 10 километров в районе Покровска с точки зрения оккупации Украины никаких результатов не даст. Если представить, что война будет идти еще столько же, сколько идет, еще 4 года, а это вполне реально, то все будет точно так же, как есть сейчас, как было год, и 2, и 3 назад. Какие-то другие агломерации будут во фронтовых сводках. В мемориале Медиазона будет 1700 погибших. А до Киева, оккупации Украины, победы в войне будет точно такое же расстояние во времени и в пространстве, как сейчас. Воевать в ожидании победы в текущих условиях – это как ожидать, что приблизишься к Луне, взбираясь на Бурдж-Халифу пешком. Это занятие очень тяжелое, и можно потратить на него много сил. Но относительно расстояния до Луны и перспектив ее достижения 800 метров не изменит ничего. Еще интереснее, что все прекрасно понимают.
У войны есть физический предел. Смерть или отстранение от власти Владимира Путина. Зетники не просто так без конца пишут, что российская элита буквально нашпигована теми, кто в гробу видал специальную военную операцию, кто все сдаст одним днем, выйдет из-под санкций, разблокирует свои яхты и виллы. Вы же понимаете, что в этом самое поразительное? Что когда зетники рассуждают об элите, которая на низком старте, чтобы сдать все, за что наши парни кровь проливали, так они ж правы в каждой букве. Неважно, какая будет фамилия у путинского сменщика, но все, что захватили с 24 февраля 22 и по тот самый светлый день, будет возвращено немедленно. С Крымом еще есть вопросы, но о Мариуполе, Мелитополе, Бахмуте, обо всех этих полях, покрытых трупами, никто даже торговаться не будет. Абсолютно неважно, куда продвинутся войска, неважно, сколько жизней отдадут, все это будет обнулено разом. И самая плохая здесь новость для апологетов войны в том, что случится это под аплодисменты, переходящие в овации. Подавляющее большинство российских граждан будет в полном восторге от самого факта, что вся эта херамундия закончилась. Откуда мы это знаем? Мы это знаем, исходя из общественной реакции на оставление города Херсон. Это было еще в первый год войны, и тогда она не настолько успела всех задолбать. Экономические ее последствия пока не догнали. Но все равно потеря Херсона никакого отражения в общественном мнении не имела. Что был Херсон, что не стало его. Оказалось, что люди от Камчатки до Калининграда не испытывают по этому поводу ни малейших эмоций. А то был хотя бы известный топоним. Есть люди, которые его на карте найдут. Это не Авдеевка. Ужас происходящего хорошо осознают те, кто плотно вовлечен в войну с российской стороны. Они понимают, что их трофеи будут выброшены в урну, а кровь и жертвы постараются забыть и забудут за неделю. То, что они захватывали годами, будет отдано одним росчерком пера. Что когда они пойдут бухтеть, дескать, что ж вы, братцы, я за вас потерял в атаке глаз? Им скажут, ну потерял и потерял, ты ж 3 лимона отхватил, на стеклянный должно хватить. Бессмысленность этой войны заключается не в том, что руины никому не нужны, а в том, что даже их совершенно точно не останется. Примерно никто даже не подумает ставить на одни весы выход из изоляции, будущее свое и своих детей, возобновление торговли, возврат имущества и территориальную принадлежность даже захваченного целым Мелитополя. Базовый сценарий ровно так и выглядит. Война будет идти, как идет до тех пор, пока Путин у власти. А потом мирный договор с выводом войск. И если между сегодняшним днем и концом Путина не случится какое-то невероятное событие, не знаю, там Трамп, Орбан, инопланетяне, любая мистическая сила, то все неизбежно будет так. Военным придется смотреть, как новое российское начальство, не моргнув глазом, говорит: слушайте, извиняемся, у нас этот старый дурак совсем с ума сошел, всех нас в заложники взял. Но мы его в могилу положили, как вариант в тюрьму посадили. Его сумасшествием мы больше не связаны, так что давайте мириться и снова жить большой прекрасной европейской семьей. Но вы же не всерьез поверили, что Россия себя из Европы выписала. Это все было исключительно временное помешательство исключительно одного человека. Мы его сковырнули, а сами тут вообще ни при чем. И абсолютно все, со всех сторон, будут довольны и в восторге. Есть подспудное понимание, что все происходящее не только бессмысленно, но и попросту ненормально. Что Путин ненормальность эту стережет, а возвращение в норму с течением времени, с истечением Путина, просто сделает происходившее ничего не значившим. Это основной результат 4 лет войны. Все понимают, что дальше война будет идти в таком же режиме, что ни у одной армии нет сил сегодня на стратегические наступательные операции. В таком режиме можно воевать 50 лет без перекуров и все равно рядом с Киевом не оказаться. Но 50 лет нет в наличии. Путин протянет еще лет 5 у власти, даже не 10. А значит, во вполне обозримой исторической перспективе, за срок меньше, чем действует загранпаспорт, все закончится. И закончится ровно так, как мы описали, с выводом войск, со всеобщим облегчением от возвращения в норму. Все, кто сейчас воюет и гибнут, просто своими жизнями оплачивают срок, который нужен, чтобы Путин достаточно ослаб, чтобы власть в России смогли перехватить люди, которым эта война не нужна. Поэтому и настроения среди людоедской публики невеселые.
Они не могут отогнать мысль, что вся российская армия — это один большой десант в аэропорту Гостомеля, одна большая колонна Росгвардии на дороге под Киевом. Просто погибшие, в месте, о котором больше никто не вспоминал, откуда просто отступили при полном безразличии общества. И не только общества. Вы же в курсе, что официальная версия заключается в том, что Киев захватывать никто и не собирался. Еще война вовсю идет, а погибшим в Гостомеле уже официально сказали: мы без малейшего понятия, нахрена вы туда высадились? Зачем бились за этот аэродром, которым никто не собирался пользоваться? И так будет со всеми. Война просто закончится, войска просто выведут. И через год уже нельзя будет никому втолковать, где был тот Покровск, в котором ты ногу оставил. Ничего же не было. Воевали, пока Путин был, перестали, как закончился. Для тех, кто останется в живых, будет именно так. До завтра.